Как-то раз Александр поехал на отдаленное поле, окруженное лесом. Издалека заметил дым, а когда подъехал, увидел, что поле поджигают трое мужчин. Саша прекрасно понимал, что огонь может перекинуться на ветки и тогда начнется сильный пожар. Услышав, что к ним приближается трактор, злоумышленники бросились в лес. А Саша порадовался, что у трактора прицеплен плуг, опустил его и стал быстро опахивать горевший участок. Вскоре пожар удалось локализовать. Саша выскочил из кабины, осмотрелся и собирался уже ехать обратно. Но вдруг странный звук привлек его внимание. Как будто собака скулит. Он пошел посмотреть и увидел возле леса крохотные пищащие комочки. Это были волчата. Видимо, на них и охотились негодяи, которые решили избавиться от щенков таким страшным способом, устроив пожар. Саша стянул с себя куртку и бережно собрал троих перепуганных малышей в охапку. Привез их с собой домой. Мама была изумлена, зачем же было брать с собой диких зверей, они же не собаки, не будут жить рядом с человеком. Но Сашка был непреклонен, он вырастет этих малышей, а дальше видно будет. Вон, хоть двор охранять станут. Волчатам он устроил вольер на улице, налил молока. Малыши, урча и толкаясь, собрались у миски. Полюбоваться на неожиданную находку пришел и дед. Он уже с трудом передвигался, но вот тут не удержался, пришел. Спросил у внука, как он собирается назвать всех этих серых найденышей. Сашка задумался, а дед усмехнулся и посоветовал назвать волчат по порядку: первый, второй, а девочку – третий. Вольер волчатам оказался не самым лучшим жилищем, по ночам подросшие волки выли, раздражая соседских собак. Соседи стали жаловаться, и Сашке пришло, скрипя сердце, отвозить волчков обратно на опушку леса. Поначалу они не хотели уходить, жались к ногам человека, как будто просились обратно. Но потом осмелели и ушли. Сашка переживал, увидит ли он еще когда-нибудь своих найденышей. И вот, снова приехав на дальнее поле, он почти сразу увидел серую гвардию. Волки постояли поодаль, посмотрели на Сашку и снова ушли. Саша отправился на дальнее поле. Увидев, как из машины выбираются четверо парней, Саша удивился, надо же, четверо на одного. Началась жестокая драка, в которой Саше попало битой по голове. Теряя сознание, молодой человек услышал, как Артём предлагает дружкам сбросить его в пруд. Если утонет, тогда Марина точно ему, Артёму, достанется. А уж если повезет ему выплыть, ну значит вот такой везунчик. Парни схватили свою беспомощную жертву за руки и собрались тащить, но тут из кустов раздался угрожающий волчий вой.